Кому могут уменьшить или отменить пенсию после проверки ПФР? Пенсионный фонд стал чаще проводить проверку документов нынешних пенсионеров. Что проверяют сотрудники и для кого такие проверки могут привести к уменьшению и даже отмене пенсии? После того, как счетная палата уличила чиновников ПФР в не всегда точном расчете пенсии, региональные управления фонда все чаще стали перепроверять дело нынешних пенсионеров для того, чтобы избежать переплат. Кого и как могут проверить? Северные и другие надбавки. При переезде в другой регион новое региональное управление ПФР обязательно проверит личное дело пенсионера. Ведь проживая в районах Крайнего Севера или на приравненных к нему территориях, пенсионеры получают надбавку к своей пенсии. Но многие мечтают хотя бы на заслуженном отдыхе переехать в более теплые регионы. Однако если у такого гражданина нет полного северного стажа, 15 лет работы в районах Крайнего Севера, то переехав, он теряет право на повышенную фиксированную выплату к пенсии, сейчас надбавка составляет 3200 рублей. Кроме того, при переезде пенсионер теряет и региональный, северный коэффициент, в зависимости от региона переезда потери могут составить еще от 2 до 5000 рублей. Кроме того, пенсия может быть снижена и тем пенсионерам, которые отправились на ПМЖ в другую страну. Например, если гражданин получает пенсию ниже регионального прожиточного минимума, то ему полагается социальная доплата. Но если пенсионер получает любое основание для постоянного проживания в другой стране, то эту доплату ему выплачивать перестают. То же самое касается доплат за сельский стаж и другое. Уже состоялось немалое количество судов, когда возмущенные пенсионеры пытались доказать, что при переезде пенсия должна оставаться неизменной. Однако суды категоричны, по новому месту жительства ПФР обязан пересчитать сумму, и уже без учета северных льгот. Единственный способ сохранить прежние выплаты – не регистрироваться по новому месту пребывания. Впрочем, тут ПФР может потребовать от пенсионера подать заявление о подтверждении места своего жительства. Если такое требование поступит, придется его написать, иначе льготы срежут. Проверка доходов. В ПФР ежегодно проверяют, не устроился ли пенсионер на работу. Ведь в этом случае он теряет право на индексацию пенсии. Кроме того, инспекторы ПФР проверят тех, кто получает различные компенсационные и социальные выплаты, например, по уходу за нетрудоспособным. Делается это просто, ведь достаточно проанализировать данные лицевого счета пенсионера. Если работодатель перечисляет страховые взносы с зарплаты, значит он устроился на работу. Сейчас работающий пенсионер теряет ежемесячно более 1000 рублей, не получая индексацию. Многие решают вопрос просто работы без официального оформления. Небольшие компании с удовольствием на это соглашаются, ведь им меньше налогов платить. Кроме того, некоторые пенсионеры увольняются в конце ноября, чтобы получить в январе индексацию. Между увольнением и датой индексации должно пройти не менее 1 полного месяца, а в феврале снова устраиваются на работу, в этом случае индексация сохраняется. Нахождение в живых. Пенсии по старости назначаются пожизненно, обычно о факте смерти ПФР узнает по данным из ЗАГСов. Но при этом регулярно проверяет, кто и как получает пенсию. Если от его имени кто-то получает пенсию по доверенности сроком более года, то тогда ПФР может потребовать подтвердить, что гражданин жив. Пожалуй, это самая унизительная проверка. Один раз в год пенсионер должен получить пенсию лично либо подать заявление в ПФР о месте своего проживания, иначе выплата пенсии для него приостанавливается. Кроме того, проверка проводится в отношении тех пенсионеров, которые проживают за рубежом. Им ежегодно продлевают выплату пенсии лишь после того, как будет подтвержден факт нахождения их в живых, актом личной явки в консульство РФ.